Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Воздушные пирожки из мягкого теста приготовим сегодня. Начинка может быть любая. Мы их сделаем сегодня с абрикосами. Но обо всем по порядку. В глубокую миску отмеряем 100 граммов муки из общего количества. Высыпаем следом 6 граммов сухих дрожжей. Можно использовать свежие дрожжи в количестве 15 граммов. Добавляем 5 граммов сахара из 50 граммов подготовленных для всего теста. Смешиваем сухие ингредиенты. Вливаем 200 мл теплого подогретого молока. Размешаем, чтобы получилось средней густоты тесто. Вместо молока можно использовать воду. Все это оставляем на столе на 15 минут. Пускай дрожжи начнут бродить. Если же ничего не происходит за это время, то вам лучше сменить дрожжи. Теперь можно добавлять оставшийся сахар. Напомню, его всего 50 граммов. Ванильный сахар, по желанию, 8-10 граммов. Соль 5 граммов. Одно яйцо и 100 граммов сметаны. Желательно комнатной температуры. С холодной сметаной тесто просто будет подниматься дольше. И, кстати, использую сметану нежирную, 10%. Перемешиваем тщательно. Начинаем порциями добавлять муку. Когда тесто станет густым, вливаем 20 граммов растопленного сливочного масла, слегка растопите. Вымесим тесто до мягкой, однородной, гладкой структуры. Поначалу тесто слегка прилипает, но спустя чуть больше минуты оно становится более однородным и совсем уже не липнет. Все количество муки для этого теста может слегка отличаться. По рецепту беру ровно 500 граммов. И этого вполне хватает. Важно то, что когда тесто собрано в шар, оно не должно расходиться в стороны, то есть тесто держит форму. Ориентируйтесь на этот момент. Формируем шар и сверху смазываем остатками сливочного масла. Накрываем, поставим в теплое место до подъема. Занимает это обычно около 60 минут. За 10-15 минут до готовности самого теста можно начинать подготавливать начинку. Свежие абрикосы помыть, вытереть насухо и удалить косточку. Нарезать произвольно. Я разрезаю каждую половинку еще на 3-4 части, получаются дольки. Достаточно будет 350-400 грамм абрикосов без косточек. И да, смешивать с сахаром сейчас не нужно. От сахара абрикосы начнут пускать сок. Спустя 60 минут, а может даже чуть больше, если в комнате прохладно, тесто увеличится в 2 раза. Оно не требует муки при разделке. Нежное, мягкое, пышное. Тесто обминаем. Ну и помните, что лишнее количество муки здесь ни к чему. Делим на кусочки по 75 граммов. Будет у нас 12 пирожков. Хотите, можете сделать их меньше. Делите тогда на 14-16 частей, на ваше усмотрение. Обязательно неровные кусочки нужно собрать в шарики. И эти шарики теперь накрываем на 10 минут, чтобы они не стягивались при раскатке. Можно лепить пирожки. Но теперь совсем немного муки подсыпаем, для более удобного раскатывания теста. Раскатываем тесто не слишком тонко. Конечно, чем тесто будет толще раскатано, тем оно будет объемнее смотреться в пирожках при откусывании. Теперь в центр кружка распределяем немного крахмала, лучше кукурузного. Он не даст тесту быть слишком мокрым от сока абрикоса, и начинка получится очень вкусная. Вы и сами скоро все увидите. Поверх абрикосы 7-8 долек. В зависимости от сладости плодов добавляем сахар по вкусу. На один пирожок я беру 1,5 чайных ложки.
Аккуратно поднимаем тесто, оставляем ровно по центру отверстие, можно сделать его даже больше. Скрепляем швы и веревочкой их заплетаем. Этот способ не для красоты, а для прочности самого шва. Так швы точно не разойдутся при выпечке, когда тесто начнет набирать объем и пышность. Само тесто воздушное, и когда увеличится, этого просто не будет видно. А вот отверстие в середине не даст пирожкам лопнуть. Когда начинка прогреется, и пирожки начнут раздуваться. Слишком маленькое отверстие может быстро стянуться. Это тоже учитывайте. Пирожки раскладываем на расстоянии друг от друга. Они еще увеличатся в 1,5-2 раза. Накрываем их на 10 минут, разогреваем за это время духовку. После расстойки пирожки обязательно смазываем смесью из 1 желтка и половины чайной ложки сметаны. Этого вполне как раз хватает на все пирожки. В горячую духовку ставим пирожки выпекаться на 20-25 минут. Температура выпечки для газовых плит 200 градусов. Если плита не газовая, а электрическая, то температура 170 градусов, низ плюс конвекция. Если нет конвекции, ставим 180 градусов, верх и низ. Выпекаем пирожки до румяного цвета. Посмотрите, какие они аппетитные и пышные получились. Выпекала я их ровно 25 минут. Внимание, пересушивать их тоже не стоит, иначе тесто будет суховатым. Если отверстие сверху не слишком большое, неизбежно сок немного вытечет. Но здесь тоже нет ничего страшного, этот сок еще больше пропитает низ пирожка и получится сладкая корочка снизу от сахара. Вкусно! Даем им остыть хоть немного на решетке, чтобы низ не отсырел. И скорее давайте пробовать. Крахмал сделал свое дело. Посмотрите, какая начинка сочная, но при этом совсем не водянистая. Крахмал ее загустил. У кукурузного крахмала, в отличие от картофельного, который тоже можно использовать, нет такого выраженного вкуса. Сахар придал дополнительную сладость, но при этом сохранился свежий вкус абрикоса. Тесто мягкое, воздушное. Да вы и сами все видите. Удачной вам выпечки, делитесь рецептом с друзьями, ставьте нравится, если понравился рецепт. Пока!